В мире существует более 14 тысяч видов муравьев. Многие из них мало изучены и редко попадаются человеческому взору. А с некоторыми муравьями человек сталкивается постоянно и часто. Именно о таких муравьях будет наш фильм «Лесные муравьи». Муравьи являются одними из интереснейших насекомых, которые существуют на Земле для опытов и наблюдений. С муравьями связано довольно большое количество исследований и экспериментов. А сегодня мы уделим внимание лесным муравьям. Мы расскажем все про значение этих муравьев для экосистемы. Расскажем, стоит ли их заводить и чего вам ждать, если вы на это решились. Мы начинаем. Статус муравьев по отношению к лесу и его экосистеме очень высок. Еще с раннего детства каждому известно, что нельзя разорять муравейники, и почти все знают, чем это вредит лесу. Эти насекомые охраняются государством и специально расселяются искусственно в новые места в лесу, поэтому разрушение муравейников является не только морально неправильным поступком, но еще и противозаконным в некоторой степени. Нужно понимать, что некоторая помощь муравьев является для них неосознанной, то есть муравьи помогают лесу, сами того не осознавая, но при этом их помощь имеет большое значение для стабильного развития и четкого баланса экосистемы леса. Наверняка вы любите гулять в лесу и довольно часто замечали, что муравьи селятся в отмерзшей древесине и гнилых деревьях. Это делается неспроста, потому что когда муравьи селятся в отмерзшей древесине, они ускоряют ее разложение, таким образом освобождая лес от больных и мертвых деревьев. Муравьи являются распространителями многих растений, и муравьи помогают растениям распространяться немного неосознанным для себя образом и в небольшой убыток себе, потому что муравьи, собирая семена и перетаскивая их к себе в муравейник, по дороге теряют часть семян. Так растения распространяются и размножаются на всей территории леса. Может быть, это и не прямонаправленная осознанная помощь экосистеме леса от муравьев, но эта помощь есть, и делают ее муравьи. Пусть даже и неосознанно, и себе в убыток. Но все же, используя семена растений в качестве пищи, муравьи способствуют их распространению по большим территориям, в результате чего увеличивается численность представителей растительного мира вблизи муравейника. Также муравьи, как и пчелы, являются опылителями для цветов, поедая нектар. И эта помощь уже осознанная. Эта помощь полезна как и муравьям, так и растениям. Ведь опыление – это процесс размножения у растений. Строя свои подземные дома и прокладывая многочисленные ходы для своего передвижения, муравьи способствуют рыхлению почвы. Именно поэтому лесные растения, живущие над муравейниками, активнее всего развиваются. Почва при этом, кроме воздухопроницаемости, становится более питательной, обогащенной органикой и минералами. Таким образом, муравьи помогают растениям не только в опылении, но и способствуют их быстрому развитию и питанию. Но муравьи помогают почве и растениям не только снаружи, но и под землей. Они сильно улучшают состояние почвы. Каждый муравейник представляет собой сложную систему, в которой имеются многочисленные ходы, туннели, комнаты и коммуникации. После того, как в почве поработают муравьи, к корням растений начинает поступать гораздо больше воздуха, тепла и питательных веществ. Хоть это и не является помощью, но все же нельзя недооценивать роль муравьев как элемент пищевой цепи. Они являются основным источником пищи для муравьедов, кротов и лягушек. Богатая углеводная пища приходится по вкусу медведям, многим видам птиц, ящерицам, землеройкам и многим другим. Также есть и воинственный момент помощи муравьев в экосистеме. Основная и всем знакомая польза муравьев в природе заключается в том, что они активно защищают растения от нападения гусениц и шелкопрядов. Без помощи мелких тружеников многие растения не имели бы возможности полноценно развиваться и размножаться. Также, хотя муравьев считают вредителями, они сами уничтожают других вредителей. Муравьи активно уничтожают садово-огородных вредителей – гусениц, червей, слизней. Это настоящее лакомство для них. Ученые подсчитали, что обитатели одного муравейника
всего за один день лета уничтожают около 2000 огородных вредителей и их личинок. Если очень приблизительно сказать, 83 вредителя в час. С муравьями в саду такая разносторонняя ситуация. С одной стороны, они уничтожают около 2000 вредителей всего за один день лета, но с другой стороны, муравьи и сами в некоторой степени являются вредителями. Прежде чем уничтожать этих маленьких тружеников на своих участках, оцените приносимую ими пользу, взвесьте их плюсы и минусы. Но если в саду от муравьев действительно есть вред, то в лесу можно сказать, что от муравьев есть только одна польза. Ведь не просто так муравьи получили прозвище «санитары леса». Формика руфа. По большей части, именно их муравейники в виде высоких конусообразных куч мы видим в лесах. У рабочих муравьев голова и грудь красновато-бурые, брюшко черноватое и блестящее. Их муравейники состоят из хвоинок, мелких веточек, кусочков коры и растительного мусора. На первый взгляд кажется, что весь этот мусор набросан беспорядочно. Однако оказывается, что даже в самый сильный дождь поверхность муравейника не промокает, и все внутренние ходы и камеры остаются сухими. Высота таких муравейников обычно составляет от 50 до 70 сантиметров, но иногда они достигают высоты до 1,5 метров. Началом для постройки гнезда зачастую служит старый пень. Население средних гнезд насчитывает около 500 тысяч особей, а в крупных бывает до 1 миллиона муравьев. Каждая семья владеет обособленной, охраняемой территорией, в пределы которой другие муравьи не допускаются. На ней муравьи прокладывают запаховые дороги, по которым транспортируют пищевые продукты и строительный материал. Длина дорог может превышать 100 метров, а их общая протяженность доходит до 1 километра. Муравьи очень сильны и успешно доставляют в муравейник не только мелких насекомых, но и превосходящих их по массе. Если же добыча очень велика, то они транспортируют ее коллективно. При наблюдении за ними может показаться, что они не помогают, а только мешают друг другу. Каждый тащит в свою сторону. Однако, поскольку общее стремление у муравьев одно, добыча в конце концов оказывается в муравейнике. Ежедневно в гнездо доставляется несколько тысяч насекомых. К одному муравейнику, например, было доставлено за день 4500 личинок соснового пилильщика, 3500 гусениц сосновой совки, 7200 гусениц дубовой листовертки, 6500 куколок различных бабочек. Подсчитано, что муравьи среднего муравейника защищают от вредных насекомых 0,25 гектара леса, а крупного – до 1 гектара. На рыжего лесного муравья похожи 3 вида формика: муравей лесной северный, муравей лесной волосистый и муравей лесной малый. Рыжий лесной и малый лесной муравьи наиболее обычны в средней полосе Европы. На севере они уступают по численности северному лесному муравью, а к востоку от Байкала обитает только малый лесной муравей. Волосистый лесной муравей выбирает для обитания наиболее тенистые леса. В природе лед формика руфа приходится на первую, начало второй декады июня. Примечательно то, что за один сезон муравейник может дать особей только какого-либо одного пола, либо самок, либо самцов. Считается, что эта своеобразная стратегия препятствует близкородственному скрещиванию. Так как в процессе эволюционного развития матка формика руфа утратила способность самостоятельно обосновывать новые колонии, после лета, сбросив крылья, ей необходимо как можно скорее найти любой муравейник своего вида. Но это не обязательное правило. Если в семье какого-либо родственного вида, принадлежащего роду формика, по каким-то причинам нет своей матки, молодая руфа может занять ее место. В таком муравейнике с годами дети-пришельцы полностью заменят изначальных хозяев, тем самым положив начало новой колонии рыжих лесных муравьев. В отличие от своих близких родственников формика поликтена, в семьях формика руфа находится обычно только одна матка, реже 3-4. Полигиния для руф не характерна. Муравейники в основном одиночные, колоний и федераций не образуют. Рост численности семьи сопровождается образованием в муравейнике более мелких подсистем, колонн, самостоятельно функционирующих группировок. Обособление их не нарушает целостность семьи, так как между ними происходит постоянный обмен.
Если численность одной из колонн несоизмеримо возрастает, происходит ее деление на две или отделение молодой семьи. Тело насекомых покрыто специальным экзоскелетом. Он состоит из прочной хитиновой оболочки, надежно защищающей насекомое от возможных повреждений. Сложным строением обладают так называемые фасеточные глаза, поскольку в них от природы имеется огромное количество маленьких линз. С целью определения того, насколько освещен определенный участок, на верхушке головы насекомого расположены 3 простых по структуре глаза. Там же есть усики. С их помощью муравей определяет вибрации, наличие практически всех химических веществ и потоки воздуха. Усики могут получать, а также отлично передавать различные сигналы. Верхние челюсти, они же мандибулы, отлично развиты. Они отвечают за строительство и охрану жилья, помогают доставлять еду и так далее. На каждой лапке есть коготь в форме крючка. Благодаря таким когтям насекомые легко перемещаются по вертикальным поверхностям. Систематика. Другие названия. Рыжий лесной муравей. Особенности. Социальный паразит. Поликалия. Размеры. Рабочий 4-9 мм. Матка 10-11 мм. Количество королев. Полигения, олигогения. Размер колонии. От 500 тысяч до 1 миллиона особей. Тип муравейника. Холмики. Зимовка обязательно. Питание. Всеяден, разводит тлей и червецов. Влажность обычная. Около 94%. Температура обычная. 28-29 градусов по Цельсию. Сложность содержания сложно. Подвижность быстрая. Муравьи рода Формика. Какие муравьи в России самые знаменитые? Конечно же, представители рода Формика. Или, как их еще называют, лесные муравьи. Они знакомы нам с детства и присутствуют во всех энциклопедиях и школьных учебниках естествознания. Из этих источников мы знаем, что формики очень полезны. Они служат защитниками леса, истребляя множество вредителей, в основном всевозможных гусениц. В качестве естественного биологического способа борьбы с вредными насекомыми формики даже специально распространялись и расселялись как учеными-энтомологами, фитопатологами и простыми лесниками. Многие крупные муравейники, существующие десятки лет, обычно берутся под охрану. Вокруг них сооружается заборчик, а на зиму работники леса закрывают жилища своих маленьких помощников еловыми ветками. Начитавшись в детстве истории о лесных муравьях, многие начинающие мирмикиперы мечтают завести их, чтобы иметь дома такой же огромный муравейник из хвойных иголок с неутомимыми и умными формиками. Но не все понимают, что большинство видов этого рода домашними можно назвать с натяжкой. Почему? Во-первых, потому что колонии формик очень многочисленные. Семья среднего возраста может насчитывать десятки тысяч особей, а крупная разделившаяся колония, превратившаяся уже в федерацию, составляет сотни тысяч. Во-вторых, в связи с большой численностью и высокой скоростью размножения, эти муравьи требуют огромного количества пищи, причем в первую очередь белковой. Скармливание 20 взрослых тараканов в день – это, поверьте, не предел, если развитие муравьев идет активно. А в-третьих, семье формик нужен вместительный формикарий, где они будут чувствовать себя комфортно. Это будет не куча иголок, а самая обыкновенная муравьиная ферма, весьма приличного размера. Если же муравьям станет тесно, они, благодаря своей находчивости, граничащей с разумностью, обязательно обнаружат слабые места вашей конструкции и найдут способ ее покинуть и разбежаться по комнате. А сотни больших злых муравьев, бегающих по полу и другим поверхностям, то еще веселье. Если же вас эти аргументы не остановили, то продолжим знакомство с формиками дальше. Самые известные представители рода Формика – это Формика руфа, рыжий лесной муравей, Формика поликтена, малый голоспинный лесной муравей, и Формика протенсис, луговой муравей. Скажем сразу, для длительного домашнего содержания пригоден разве что последний вид, потому что колонии луговых муравьев не так многочисленны, как лесных. Формика протенсис – это крупные муравьи, до 9 мм в длину, окрашенные контрастно. Главные цвета – ярко-оранжевый или красный, сочетающийся с черным. По окраске луговых муравьев
можно легко отличить от остальных формик, так как на их спине всегда присутствует четко очерченное темное пятно. Протенсисы населяют в основном степные регионы, а также горы. Обитают, как следует из русскоязычного названия, на лугах. Классические муравейники, возвышающиеся над землей на 2 метра и состоящие из веточек и иголочек, они не строят. Муравейники протенсисов своеобразны и являются уникальными среди всего рода. Подземная их часть представляет собой схему ходов и камер, а вот наземная часть целиком состоит из переплетенных растительных остатков, листьев и стеблей полевых трав. Та половина муравейника, которая находится выше поверхности земли, совсем невысокая и похожа на плоский купол. Функция этой части – защита подземных построек от дождя, а также она служит для хранения и прогрева коконов, такой своеобразный солярий. Формика протенсис – агрессивные территориальные муравьи, которые не потерпят рядом с собой ни один вид, даже свой собственный. Поэтому их муравейники обособлены и никогда не образуют федераций, как у формика поликтена. Население обычно составляет около 5000 особей и более. Матка в семье одна. Рацион состоит в основном из мертвых насекомых, собираемых муравьями на фуржировке, а также нектара цветов и выделений тлей. К постоянным источникам корма, тлиным пастбищам, от муравейника ведут через заросли травы хорошо различимые протоптанные тропы. Новые колонии образуются через частичный социальный паразитизм на молодых семьях сервиформика. Итак, формики определенно не являются простыми в содержании муравьями, но мирмикипер на то и мирмикипер, что никогда не ищет легких путей, а тут еще и благородная цель появляется – вырастить колонию редкого и ценного вида, тех же рыжих лесных муравьев, а затем вернуть на природу. Поэтому, если вы из таких киперов, мы расскажем вам, как поднять молодую колонию любых формик с одной единственной матки. Матки рода формика не имеют на брюшке запасов, поэтому самостоятельно воспитать детей не могут. В природе они обычно внедряются в колонию родственного рода сервиформика, которая свою матку потеряла. А вот дома все происходит по другому сценарию, но очень похоже. Здесь к матке нужно адаптировать молодых, светлых новорожденных рабочих сервиформик и пару десятков, а то и сотню для верности их коконов. Если все прошло успешно, то рабочие принимают чужую матку и кормят ее. Поэтому не забудьте давать такой маленькой колонии сироп и мертвых насекомых. А вот если при хорошем кормлении матка отъелась и стала откладывать яйца, то тогда колонию вообще не остановить. В дальнейшем коконы сервиформик больше подкладывать не нужно. Формики займут их место и справятся сами. Для содержания колонии формик нужен вместительный формикарий с большой ареной. Из моделей формикариев отлично справится с возложенной задачей «Белый дом». Почему именно он? Все просто. Не отличающиеся особой чистоплотностью муравьи справляют все естественные нужды прямо в гнезде. Поэтому любая другая конструкция потеряет эстетичный вид, а белый дом, в котором используется гипс в качестве наполнителя, нет. Ведь гипс будет впитывать в себя жидкие отходы жизнедеятельности, служа своеобразным буферным субстратом. В итоге и внешний вид конструкции не пострадает, и муравьи будут чувствовать себя комфортно. На арену можно положить кусочки веточек и хвою. Так ваши питомцы будут строить защитный купол над входом, почти как в природе. Но поскольку это не рекламная интеграция, ссылки в описании на этот формикарий нет. Найти ссылку, где купить этот формикарий, вы сможете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него в закрепленном комментарии. Попробуйте себя и проверьте свои мирмикиперские навыки в содержании формика. В питании все представители рода формика непривередливы. Для них главное, чтобы пищи было много. Различные тараканы, сверчки, мучные черви – все это будет использоваться в качестве белкового корма. А как источник углеводов подойдет медовый и сахарный сироп, сочные и сладкие фрукты. Важный момент – зимовка, которая, впрочем, может быть не такой строгой, как для многих других зимующих видов муравьев. Формики могут отдыхать пару месяцев при комнатной температуре. При хорошем уходе семья формик растет очень быстро и уже на 2-й год может достигнуть нескольких сотен, а то и тысячи особей. Если вы не заинтересованы дальше расширять им жилплощадь, муравьев необходимо выпустить, выбрав для этого солнечное место в лесу, свободное от колоний конкурентов.
Таким образом, вы сможете не только насладиться содержанием интересных муравьев, но и в конечном итоге помочь природе. Рыжий лесной муравей в форме кыруфа встречается на большей части Европы, особенно в хвойных и лиственных лесах, а также в парках. Рыжий лесной муравей охотится на беспозвоночных, охотно собирает медвяную падь и росу. Форма, материала, размер муравейников варьируются. Рыжие лесные муравьи играют важную роль в регуляции численности массовых лесных вредителей. Усики рабочих и самок 12-членниковые, с длинным первым членником. У самцов состоят из 13 сегментов. Также у самцов есть длинные и сильные челюсти. Половину брюшка рыжего лесного муравья занимает ядовитая железа, окруженная мощным мускулистым мешком. При сокращении мышц яд выбрасывается на расстояние до 25 сантиметров. Яд рыжих лесных муравьев примерно на 50% состоит из муравьиной кислоты CH2O2, которую насекомые используют для защиты и охоты. Рабочие особи красно-бурого цвета. Грудь, стебелек и щеки рыжевато-красные, брюшко и частично голова черные. Матки темные, самцы полностью черного цвета с рыжеватыми ногами. Рабочие особи длиной от 4 до 9 мм, матки и самцы 9-11 мм. Продолжительность жизни маток рыжего муравья до 20 лет. Рыжий лесной муравей хорошо распространен в Европе. Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Дания, Германия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Черногория, Чехия, Швеция, Швейцария, Эстония. Встречается также в Малой Азии и на Кавказе. В Средней Европе рыжий лесной муравей – наиболее обычный вид. В Сибири встречается реже. Подведем итоги о форме кыруфа. Обитает рыжий лесной муравей в хвойных, смешанных и лиственных лесах в возрасте свыше 40 лет. Но в условиях средней полосы европейской части России одиночные гнезда рыжих лесных муравьев встречаются в лесах с густым подлеском. Может встречаться на открытых, хорошо прогреваемых полянах и опушках. Питание. Питание смешанное. Рыжий лесной муравей охотится на насекомых, личинок, гусениц и паукообразных. Охотно собирает медвяную падь, стлей и щитовок, медвяную росу, сок деревьев и фруктов. Большие колонии рыжих лесных муравьев собирают до 450-500 кг пади тлей за сезон. Рыжие лесные муравьи объединяются, кооперируются для транспортировки крупной добычи в гнездо. Кормовое поведение меняется в зависимости от окружающей среды. Образ жизни. Форма, материал и размеры гнездовых холмиков варьируются. Рабочие особи строят неправильный рыхлый холмик из веточек, переселяясь к пням, стволам деревьев или штабелям дров. Гнезда построены из веточек, хвоинок и другого растительного и почвенного материала. Рыжий муравей часто живет одиночными семьями, и большие колонии образуют редко. Огромные муравейники высотой более 1,5 метров содержат до 1 миллиона и более муравьев. Агрессивно охраняют территорию и часто атакуют другие виды муравьев. Кормовые тропы могут распространиться на 100 метров. Муравьи узнают своих сородичей по химическим сигналам. Рабочие проявляют значительный полиморфизм. Мирмекофилы и паразитоиды. Гнезда рыжих лесных муравьев служат прибежищем сотням видов мирмекофиловых организмов, в том числе жукам-ламихузам. Размножение. Вылет крылатых половых особей происходит с мая по октябрь, обычно в пасмурную погоду или сразу после дождя. Новые гнезда создаются почкованием из следующих гнезд весной или механизмом временного социального паразитизма. Колонии полигинные. В одной крупной колонии может быть до 100 маток. Хозяйственное значение. Рыжие лесные муравьи играют важную роль в регуляции численности массовых лесных вредителей. Муравьи улучшают почву и расселяют семена лесных растений.
Один крупный муравейник спасает от вредителей четверть гектара площади леса, и за один сезон насекомые могут уничтожить до 5 миллионов вредителей. В медицине рыжие лесные муравьи используются как лекарственное средство животного происхождения. Сухих и живых муравьев используют для приготовления медицинских препаратов, муравьиного спирта и настойки при лечении суставов, неврогалий, как отвлекающее средство. Применяются муравьи и в гомеопатии. Рыжий лесной муравей включен в красный список угрожаемых видов МСОП со статусом «низкий риск». Вид также включен в региональные красные книги города Москвы, Воронежской области, Костромской области, Липецкой области, Новгородской области, Челябинской области, Днепропетровской области. На этом наше изучение лесных муравьев подошло к концу. Скорее всего, сейчас вы понимаете, насколько эти муравьи полезны лесу гораздо лучше, чем когда только нажали на это видео.